Всем привет! Сегодня у нас на обзоре автомобиль, при упоминании которого приходит на ум только одно слово – доставка. Вы знаете, что у Toyota Prius изначально было 3 варианта названия: DoorDash, Uber и Prius, но выбрали почему-то Prius. Да. Очень смешно. Ну, что вы можете рассказать про этот Prius? Этот автомобиль лучше не парковать в неблагополучном районе. Охотники за катализаторами любят его очень. Я не знаю, потому что какой-то легкий доступ, наверное, к каталитикам. Особенно в Калифорнии его любят, они вот с болгаркой прям ходят по улицам, ищут. Звезды Голливуда. Я еще не знаю, что там было. Я выписывал, где моя бумажка, кстати. Пока Иреги смотрит, я вам расскажу, почему мы вам хотим сегодня вообще рассказать о Приусе. В принципе, у нас здесь в Америке миллионы разных автомобилей. И новых, и старых, о которых можно было бы рассказать что-то интересное. Но скажите мне, много ли вы знаете автомобилей старше 5 лет, которые уже искатали свой лизинг, вышел какой-то рестайлинг, но они все равно остались супер популярными в Америке? А Америка, напомню, это такой очень платежеспособный рынок. Так вот, таких машин почти нет. Никто не выделяется, на остатках ездят уже без разницы на чем, да? Ну, Да. то есть... В массовом американском сознании автомобиль, который проехал 100 тысяч, будь ему год или там, сколько он там, больше 10, да? Это все, надо от него избавляться. Историю расскажу своей покупки, мотивации, именно почему. Там даже было лично, и этот автомобиль, кстати, я хотел подарить отцу, но не успел. Вот, было вот это личный момент в моей жизни, тоже думал, раз уже отца нет, сам покатаюсь, почувствую это, как бы он катался бы, да. Если честно, Prius обязан тем, что у меня Audi A6. Я встретился с C4 кузов, он тоже мне нравился, хотел попробовать. Но когда я встретился с запчастями, их вообще, если вбить в поиск, по стране, их по Америке, ну, максимум 5 штук продается Audi A6, Avant, C4 кузове. Кстати, я на него что-то привез даже из России, уже сейчас не вспомню. В общем, в Америке очень большая проблема с запчастями, с этими машинами. У меня, смотрите, сама отпала. У меня как-то разбили стекло, ближайшее стекло было в Англии, а я привез из России за 2000 рублей. А в Англии оно было больше 100 евро. И у меня возник вопрос, а что если Audi сломается? А если Audi сломается, я не могу добираться до ярда. Я тракист, трак-драйвер, а у нас парковать в Нью-Йорке это трак, дорогое удовольствие. Относительно того же Audi, если сравнивать, коэффициент лобового сопротивления 0,26, кажется, если не ошибаюсь. То есть... Пока ребята не могут выучить пару строк для обзора, я вам расскажу. Например, у нашего родного УАЗика коэффициент динамического сопротивления 0,6, в тройке E90 0,26, а вот у Теслы тройки уже 0,21. Ну и наш красавец Prius 0,26, а блин, владельца забыл. Лучший на момент выхода. Да, ну, В 2004 году, это если мы про второе поколение говорим, мы Это- до сих пор не сказали, у нас второе поколение. Да, 20-й кузов, но я думал, все поняли. Смотрят нас не только Дальний Восток, но и все, кто понимает. А кто не понимает, это даже не интересно. Она вообще не привлекательна. На нее, несмотря, не восхищался никогда. Мне были ее как бы основные надежность, то, что он второй вышел. Мне вот это, как сказать, первый вообще уродина, конечно. Может быть, второй, если был бы первым, я, может, и не купил бы. Ну, то, что он, как бы сказать, во-первых, надежный, возвращаясь к истории Audi, что вот если что случится, у меня нет машины, то есть если даже запчасть пойти не купить, в автозоне не поменять, и на следующий день машина у меня готова, чтобы пойти на работу. Закономерность такая, если у тебя немец, то у тебя под запасом должен быть японец, потому что японец, он хоть такой уродливый, там, некрасивый, бесхарактерный, там на управлении, там вообще ни о чем, но он всегда как вот галоши, да, дождь пошел, одел, пошел. Солнце тоже нормально, терпимо. В этом плане, поэтому мой выбор пал на Prius. Искал именно вот 100 тысяч километров, американцы избавляются, обычно 100 тысяч миль. 100 тысяч миль, это по-нашему 160 тысяч километров. Американцы стараются избавиться. Это обычно бывает уже даже автомобиль у второго хозяина 100 тысяч миль. В данном случае я купил его с пробегом 120 тысяч. Пробег даже мог быть больше, это не суть была. Но именно Prius и с одним хозяином. Ну и Clean Title. Clean Title значит, он не битый был, не восстановленный. Нашел я его во Флориде, купил я его в прошлом году за 4 тысячи, кажется. Я его выиграл, не помню, за 4 или за 3 800, не суть. В общем, я его выиграл на меньшую сумму. Они мне предложили купить его за 4 600. Я отказался, они мне сказали 400. Я не стал из-за этого $100 там терять автомобиль, потому что, посмотрите, он вот прям, я на нем ничего не делал. Вот он в каком виде с аукциона вышел, мне сразу понравился, и внутренности я видел. Все, 400 я его забрал. Единственное, что я сделал, у меня есть друг во Флориде, Муслим, салам алейкум, спасибо тебе еще раз. Батарея мог бы поменять 3 ячейки батареи, это обошлось где-то $300. Но я решил поменять всю батарею, так как у меня, я если беру автомобиль, он у меня
от 3 лет дальше живет, поэтому я всю батарею поменял. Обошелся он мне там с учетом скидок за там коммерческий аккаунт у Toyota. $1600 батарея, 4000 машина. Все. Приехал из Флориды через Южную Каролину. Ну, никаких вообще абсолютно проблем. Я доволен. Я убедился еще раз, что Prius 20 кузов, он не зря заслужил звание там надежного. Средняя цена на второе поколение от 4,5 до 8,5 тысяч сейчас. Да, грубо говоря, я даже его через 5 лет, если буду скидывать, у меня пробег большой не будет, по 200 тысяч. Могу его там за $3000, наверное, еще продать. Ну, у меня вот, все машины, которые я купил, пока у меня остались. Вот, я не знаю. Если что, Ероги – это человек, не типичный владелец Приуса. У него много машин. Он мог позволить себе совсем не Приус. Абсолютно. Ну, это Да, да. что это выбор души, сердца. И в целом я еще раз хочу акцентировать на том, что Америка — это, наверное, в Америке самая платежеспособная аудитория с точки зрения покупки автомобилей. Да, абсолютно. Цены низкие, пошлины там и все остальное — это абсолютно не как в других странах. Зарплаты выше, да? Да. И- Ваша X5, вот Toyota Sequoia. Да, покажи. Да, вот это все. Вот Sequoia, то есть тут у людей есть и деньги, и все остальное. Специально они делались для американского рынка. X6 и X5 начали свой путь именно для американского рынка. Если бы не Америка, можно сказать, вы X6 и X5 вот это все не видели бы тоже. И уникальность Приуса, она именно в том, что его выбирают не только из-за денег. Это не основополагающий фактор. Да, конечно, раньше он круто выглядел, когда только вышел, но мы тоже лучше выглядели, да, в 2004, мне кажется. Да, кстати, голливудские звезды имели, и некоторые до сих пор имеют 20-й кузов. Ди Каприо, ваш любимый, катается Да. на 20-м Приусе. Так что, девочки, Так что вы зря про нас хотите плохо думаете. почувствовать себя девушкой Ди Каприо, просто сядьте в Приус, там Uber закажите самый дешевый. Сейчас автомобиль плюс-минус одинаково ездит, поэтому у каждого свой характер. Приус отличается от 80-ки, там, от Saab 900, который у меня есть, я его еще не ездил, но я чуть-чуть поездил, короче, все совсем другое. И вот как бы вот исторически все это очень интересно пробовать. Поэтому я не стремлюсь на нулевые, там, сейчас современные машины, мне как бы это устраивает. Единственное, то, что он как бы не мог быть из 90-х, поэтому он из нулевых. Чё там с расходом? Давай про расход. Смотри, я думаю, что офисные клерки на Манхэттене каждое утро себе в Старбаксе кофе берут. С топпингами $10. Приус при желании может, если ты работаешь в 5 милях от дома, туда-обратно $10. Достаточно или нет? Как ты думаешь? Вы меня за скупердяя не считайте, конечно. Я заливаю всегда бензин не по литрам, а по долларам. Бумажки покажем или мы просто скажем? Опять все за них делать! Проехал бедный Prius 3120 миль, половина которого была на трассе, а там он расходует больше. Да я тоже был удивлен. Налопал в итоге 72,5 галлона, но при этом непривередливый и по-русски катался на 92-м, как и твоя девятка. Ну и за все надо платить, и тут получилось $255. У нас организация серьезная, мы просто так ваше время тратить не планируем, поэтому Да, у нас все подготовка фундаментальная. 75, 100, 125, 150, 175, 200, $275. Представляю вам одного из самых популярных Свое автоблогеров время. 7 лет назад. Серьезно, ссылку на канал. Камри, да, ну вот мистер Лакучу, МР Лакучу. Тяжелая, я не думал, не загадывал, как канал его так получилось, потому что он так тяжело называется. Он набирал миллионы просмотров. Авалон, новая Камри, гонка Мерседеса с BMW семеркой, да, по-моему. Да, 221. 22. Подробности рассказывать не будем, там сумасшедшая история, ну, в общем, человек Переходите, опытный. Внешне габариты Приуса не такие большие, но очень просторный салон. То есть максимально, насколько это возможно, оставить внутри много места здесь оставлено, и все влазит. Мы сильно не готовились, да, вот. Мы сильно не готовились, и 5 минут назад мы сказали, что мы готовимся фундаментально, чеки и Ну, все дела. Имеет информативно, да, а вот правда, чтобы наводить Показать, воск, не как наводились. есть. Хотим показать, как есть. Имею слабость к знакам, которые валяются, подбираю. Да, Sorry. у меня тоже дома, кстати, есть знак. Мой дорогой друг мне подарил его. Просто объем места, да, вот сколько всего лежит. По литражу я не подготовился, но вот тут Всё есть ниша, у спокойно меня влазит. вот даже можно на медведя пойти.
там щипцами что-то достать у кого-то там. Вот, вместимость вообще, ну, я не знаю, я пока не встречался, чтобы что-то Сумасшедшая, да? нет самое. Опрокидывать, вообще-то я езжу большей частью именно в таком состоянии. Потому что с семьей я редко как бы выезжаю, поэтому у меня вот как пикап. Кстати, мне кажется, Илон Маск вдохновлялся, когда Кибертрак делал, именно покажи профиль. Мне кажется, вот это я понимаю, у него с аэродинамикой нет проблем, у Кибертрака, точнее, это ему не нужно. А вот этот вот профиль, если вы обратите внимание, на Кибертрак смахивает. Не было с машиной, это не от дедушки, просто это американские такие чехлы. В Дагестане меня за это побили бы, конечно, ну, как говорится, Америка портит людей, я вот так вот спасаюсь. Они в хорошем состоянии, там 120 тысяч пробег миль, ну, состояние мне понравилось, я по фоткам когда выбирал. Ну, не только пробег, еще же возраст важен, то есть все равно Да, на солнце возраст. машина портится. Да, вот на солнце флоридская машина, смотри, минус, можете показать, вот тут. Вот то, что единственное, то, что было из минусов, это трещина. Ну, под таким солнцем. Вот что мне нравится единственное. Вот на всех машинах, я как любитель машин, ну, то есть относящийся трепетно к механизму, ко всему, когда завожу машину, мне важно, чтобы ее прогреть. А были случаи, например, когда вот честно запарковался и надо подвинуть. И мой друг там моим всем друзьям рассказал, знаете, что мне сделал? Он меня, говорит, в Нью-Йорке заставил толкать машину. А дело было так, надо было чуть вперед подвинуть, а я заводить не хотел. То ли осень, то ли зима была. Если заводить, надо минут, это 140 был. Я поставил на нейтралку, я говорю, Заур, идем, говорю, толкнем машину. Он говорит, зачем? Я говорю, я хочу нормально поставить, и он смеется. И после этого вот этот автомобиль и вот это вот, то есть я его завожу, он может не завестись, но он всегда готов, ready. То есть я его не прогреваю, ничего, и мне вот когда-то, например, паркинг переснять, или когда стою, жду паркинг, он всегда у меня готов. Вот это мне в плюсе нравится, его не надо прогревать. Двигатель еще тоже у него, так как гибридный, он автоматом, кажется, 800 оборотов держит. То есть его, чтобы прогреть, надо ехать. То есть я его завожу, он через секунд 30, кажется, заводится, и как только завелся, чтобы он снова не остановился, я должен ехать. А раньше было, когда я, например, я заранее заводил, заходил домой, минут 5 ждал и выезжал. А тут я могу сесть, зимой даже завести и поехать, только чтобы он не останавливался, прогревался. Вот этот момент мне нравится. А EV режим есть? У него, То есть, который чисто на электротяге какое-то количество времени может ехать? я виноват тоже, вот все у него есть, но я не прочитал до конца, что там, как Нет, там. кнопка должна где-то быть. EV. Не, Это есть, прямо не, есть, режим езды. есть режим B. Где он был? Вот он, B, вот загорается, вот B. А он даже циркуляция или что? Я же говорю, я не прочитал все это дело. Видно? Виноват. Вот. Мгм. Поэтому EV нету, это может быть ты путаешь уже с этим. Ну, там не во всех комплектациях было написано. Кстати, ты знаешь, что Prius одна из первых машин, или, по-моему, вообще первая, у кого была беспроводная зарядка. Серьезно? Вы можете вообще представить, что в 2004 году, то есть вот 22-е поколение Prius, что в 2004 году беспроводная зарядка на телефоне была. Зачем это было надо? Ну, видимо, для хорошей картинки, для текста, чтобы у нас даже беспроводная зарядка, мы идем как бы с технологиями на одной волне, и у нас все хорошо. Да. Нету у тебя? Не, у меня нету, у меня беспроводной нету, есть RDS. Я удивился, что еще CD там тогда ставили. Вот то, что мне не нравится, вот этот экран, он выцветает со временем. Что климат, что аудио, надо лазить сюда внутрь. И это мне, конечно, не нравится. Видите, как он, вот, например, задний ход. Его почти не видно вообще. Да, на камере. его надо менять, я уже тоже в России буду его брать, там, сказать только уточнить, сколько у меня кнопок. Кстати, номера уже пришли. Я не распаковывал специально для обзора. Хочешь распечатать? О, можно распаковать? Да, распакуй, посмотри. Вы будете смеяться, конечно, Его можно порвать? аккуратно порви. Это должно висеть тут, но я так как бунтарь и не хочу платить Нью-Йорку лишние деньги, я вот так его спрятал, чтобы некоторые платные дороги проезжать мимо. Так не делайте, но я делаю и буду продолжать. У меня свои принципы. Уже за 15 лет жития в Нью-Йорке я уже знаю, как мне надо жить, а что давать городу, а что нет. Ну, вы будете смеяться, конечно, это не те номера, которые должны быть на Приусе. Ой. Кстати, плюс флоридских номеров только сзади. Продам номер 05 регион. Да. 400 тысяч рублей. Да. История этих номеров, знаете, какая? Я с Инстаграма тебе тоже скинул. У меня на 140-м были эти номера. Ну, этот ублюдок в Америке украл у меня такие номера. Если у вас их украли, не пиши. Я позвонил в полицию, я говорю, у меня украли номера. Окей, составили акт, отправили во Флориду, типа, все, номера аннулируются. И я такой, ну, можно мне копию сделать? Нет. Почему? Эти номера раз украли, где-то ходят.
Поэтому Там на мы, какую-то, ну, мы нет. ворованную Это было машину. лет 5 назад. Я через каждый год, короче, я уже там подключил во Флориде Миша, там есть у меня в Лексусе работает. Я говорю, узнай, как можно делать. То есть я должен был составить акт, то, что я все-таки их нашел. Нашел, потом потерял, и через это как бы восстанавливать. Ну, так получилось, что я в этом году пошел, я наугад дал, я говорю, вот эти номера работают, то есть где-то 5 лет прошло, чтобы они обновились, чтобы снова в базу поступили. Я 5 лет не мог их восстановить. Поэтому у кого какие-то номера, например, да, флоридские в данном случае, если их украдут у вас, а у меня именно украли, какому придурку нужны были вот флоридские номера такие, куда-то, не знаю. А он твой номер, может, смотри, это же бомбовая схема. Ты берешь, идешь, о, номер понравился, воруешь у него, он не может их уже восстановить, списывает, и ты себе такие же заказываешь. Все, готово. Ну, в Нью-Джерси на трак-стопе, ну не на трак-стопе, у нас на ярде, кто-то из моих коллег-тракистов, короче, спер у меня. И вам совет, короче, если у вас их украли, не пишите, что украли, напишите, что вы потеряли. Вам легче будет восстановить. И я их восстановил. Кто не знает, у меня 140 сейчас в Дагестане, на американских номерах тоже. У нас есть пословица, кто видел змею, при виде веревки уже пугается. И поэтому я на тот случай, если у меня в России украдут те номера, это же какая суета будет Дубликаты заказать. Дубликаты заказать. Я в Махачкале узнавал, они говорят, ну нарисовать сможем, говорят, ну так, потому что штамповка, вот так как штамповка, мы не сможем. И поэтому я их сделал тут. Если, не дай бог, там украдут, я эти туда привезу, их поставлю и там поменяю, что я номера поменял. Тоже семерки. Я живу на 77-й улице. Билдингом у меня там 574. Вот, короче, у меня вот, поэтому не зря Здесь? вот история с семеркой. Здесь бы идеально сейчас нативная реклама казино подошла. Приус без зуба не нужно. Без номеров даже будешь ездить, тебя менты не трогают. Вот этот плюс тоже есть у Приуса. Вот этот фильтр не берите, он плохо садится. Поэтому я сейчас его выброшу. Если даже вас жена выгонит, отвечаю за слова, вот так раскладывайте, можно спать. И еще плюс, почему я еще как бы возвращаюсь к теме с ДВСами и немцами, вот что Audi, что 140, да, у нас же проблемы с паркингом в Нью-Йорке. И я сейчас просто кайфую, когда сейчас я стою и жду паркинг. Если я раньше на 140-м представлял 5 литров V8 стоит, греется, ждет паркинг, сейчас он стоит просто и все. Я его даже не выключаю. Вот включит, я знаю, что он охладить включится и потом заглушится. То есть этот автомобиль я не хочу заглушать. А те я всегда заглушал, знаешь, я не знаю, буду минут 5 стоять или вот 15, чтобы сжать паркинг. И вот что на Audi V6, чтобы не стояло, что вот я как бы вырубал там, и потом резко заводишь, там идешь в паркинг, ловишь, что такая беда. А этот всегда готово, всегда сидит тихо, завел там, если успеешь разогнаться, двигатель заведется. Панель, если видите, смотрите, она какая мягкая. То есть они все не стали на всем экономить, она меня вот радует. Я удовлетворен. Износостойкость, конечно, оставляет желать лучшего. Поэтому я вот так аккуратно, тут видите, начинаются следы износа. Но я так трепетно отношусь к автомобилю, поэтому у меня и футболки висят. Я такой человек, я не то чтобы храню для другого человека. Вот мне, например, приятно от предыдущего хозяина получить в таком состоянии машину. Я ему благодарен, я его не знаю, но он получает свое, я ему посылаю. Вот. То же самое, я не хочу, чтобы оно изнеслось, с дыркой будет, и я ездил. Ну пускай с дыркой. Нет, пускай оно без дырки будет. Я лучше чуть-чуть аккуратно буду пользоваться автомобилем. Дальний Восток, да, у меня просьба к вам. Вы не смотрите, что я как будто опытный. У меня по 140 опыт есть, по Audi есть, а по Prius нету. Советуйте, как эксплуатировать, как не эксплуатировать. Вот, например, я советы принимаю. Вот мне друг подарил от Lexus ES коврики, я взял. То есть я все добро, все полезное я использую. Поэтому не стесняйтесь, пишите, можно ли ездить, например, на этом режиме B. Вот покажи, пожалуйста. Вот этот режим B, насколько он, где его применять в городе, на трассе, это рециркуляция. Вы, наверное, скажете, я прочитаю там инструкцию, но я хочу от знающих людей. Система вентиляции батареи уже в новом, они чуть придушили, что-то сделали там, или легко его закрывать. Тут она лучше. Вот она, то есть ее как-то закрыть очень тяжело. Если сидишь, его никак не задеваешь. То есть охлаждение основная проблема бывала вот у новых поколений вот именно с охлаждением батареи, так как они, оказывается, перегреваются. И там чистить тоже они тяжелее чистить. Но мой плюс, вот отсюда как раз снимешь, моя любовь к американским машинам 70-х выразилась еще и в этом Приусе, именно в этом. Я вот, хоть и не Rolls-Royce, но мне то, что вот так можно ногу вот так закинуть, можно вот так,
это было тоже решающим в выборе именно 20-го. А сейчас 30-е пошли вот тут, типа ты в космолете, ну куда вы это теснее? И так там стремимся мы в маленьких машинах сделать побольше места. А вот это для меня прям, кстати, мест там у меня в 140-м не было для стаканчика, а тут и здесь. И я даже иногда бывал вот так, если на дальнюю дорогу, вот как бы вот так еду, как бы это в современных машинах вот так вы не поедете. Небезопасно, да, небезопасно, но когда устанешь, вы меня не учите трекиста, я сам знаю, как лучше ездить. Вот, поэтому вот это было вот прям, я иногда вот так езжу, бывает, на этой машине. Ну, позволяет вот этот салон, вот то, что мне нравится, вот добавлю вот этот момент тоже. И два бардачка, кстати, я тут, если пропустил. Вот, кстати, наверное, будет интересно, это страховка на нее. Страховка во Флориде мне обошлась где-то $80 в месяц, кажется, чуть меньше. Тебе спасибо, что Тебе мы спасибо. исторически запечатлели. Мы свое дело сделали. Если вам нравится, пишите об этом, чтобы мы просто знали. Все, всем спасибо, пока. Пока.